Здравствуйте, друзья! У нас прогноз на 2022 год для знака зодиака Стрелец. Прогноз будет по 12 астрологическим домам, и работать я буду на Таро Акаши. Что ожидает стрельцов в 2022 году? Эта колода имеет доступ к информации, которая содержится в хрониках Акаши. Она поможет нам открыть духовные потоки, которые всегда текут между вами и хрониками. Мы посмотрим прошлое влияние на настоящее. Также мы посмотрим на ваше будущее, чтобы раскрыть возможности, отношения, действия, которые помогут вам двигаться вперед по направлению к вашим желаниям и мечтам. Стрельцы, 2022 год. Еще я вам рекомендую смотреть по вашему асценденту. Я сейчас разложу карты, потом мы будем трактовать. Еще у нас будет 5 карт. Это линия жизни. Эта линия отображает людей и ситуации, которые актуальны для вас в настоящее время. Это то, что для вас важно сейчас, то, что у вас происходит, и то, на чем ваш основной фокус, ваша идея и ваш запрос. И по этому ряду карт вы поймете, резонирует ли с вами этот расклад. Еще у нас будет одна карта, 18-я. Это взгляд в будущее. Это намек на будущее направление и устремления, основанные на действиях и событиях в 2022 году. Но эту карту мы откроем в конце расклада. Хорошо, ваш прогноз готов. Давайте приступать. То, что происходит у вас сейчас, первая карта у нас это пятерка силы, это сезонная карта. Самый винтер, это у нас лето-зима, но она у вас перевернутая, поэтому она ложится в позиции зимы. Сезонные карты показывают, как вам лучше вот сейчас тратить вашу энергию. И когда карта ложится в позиции зимы, она говорит вам, что вы сейчас находитесь в цикле инь. То есть это время восприятия, идущего больше вовнутрь, проводящего переучет и подведение итогов. И, как правило, этот этап зимний требует от нас меньше активности в мире. Но, однако, вот эта спокойная энергия, она окупится позже. Вот это спокойное восприимчивое состояние является хорошим временем для медитации, соединения с духом и построения планов на будущее. Да, если ваша внешняя жизнь будет требовать каких-то действий, обязательно выполняйте, но с вниманием и внутренним спокойствием. И не забывайте расслабляться. Позвольте себе строить планы для начинаний, которые придут к вам весной. Вторая карта в этом ряду – это у нас третий старший аркан, это архангел Гавриил. Карта у вас прямая. Архангел Гавриил – это божественный посланник, это архангел общения. На своей груди он носит герб Меркурия. Меркурий у нас это бог общения. Этот любящий ангел несет святые слова истины в мир и легко приносит их вам. Когда эта карта ложится в прямом положении, она указывает на глубокую связь с этим архангелом у вас сейчас. То есть ваша сила самовыражения растет. Вам станет намного легче общаться с другими, выражать свои чувства, а может быть даже работать над проектами, которые связаны с коммуникацией. Такими как издательство, консультирование, обучение, преподавание, маркетинг, телевидение, радио, интернет и, может быть, даже блогерство. Сейчас для вас очень хорошее время для этих начинаний. Но не имеет значения, что вы делаете, просто помните о силе слов.
Призовите архангела Гавриила, он вдохновит вас, и позвольте громко заявить о себе. Третья карта у нас — это двойка силы. Карта называется Девилу. Девилу — это ива, и она у вас прямая. Мы видим, что великолепная, прекрасная ива стоит, освещена солнцем. Это величественное дерево является очень сильным и гибким, и вы сейчас тоже. Ива распространяет свои корни глубоко и широко, как бы создавая вот эту прочную основу, способную противостоять чему угодно. И сейчас пришло время вам стоять гордо и почувствовать поддержку земли под ногами. Эта карта указывает на спокойное время, так что наслаждайтесь сейчас этой мирной энергией. Также это может означать время, идеально подходящее для укрепления, например, основы на работе, в семье, в вашей душе или в глубине вашей веры в самого себя. Так же, как и у этой ивы, у вас тоже есть вот эта спокойная сила. Поэтому стойте уверенно в своей истине, совершайте действия, которые способствуют росту всего прекрасного в вашей жизни, и знайте, что вы могущественны. А для тех стрельцов, кто вот по первой карте, например, занимается сейчас какими-то медитациями, духовными практиками, то вот эта карта вам сообщает: не забывайте заземляться. Четвертая карта — это у нас королева свитков. Она у вас перевернутая. Да, в прямом положении мы видим, стоит прекрасная женщина, у нее в руках свитки. Эта женщина является хранителем хроник Акаши. Когда эта карта переворачивается, она может показывать на разобщение или разделение с умной женщиной, которая имеет очень сильные коммуникативные навыки или работает в сфере маркетинга, коммуникаций. Она может быть вашим другом, членом семьи, супругой, сотрудником на работе. Да, это разделение может происходить из-за расстояния, разрыва, распада или даже развода. Но также она может показывать на проблемы с этим человеком или для него, для нее конкретно. Также эта карта может показывать, что вы или важная в вашей жизни женщина может покинуть или потерять рабочее место, связанное, опять же, с управлением, исследованиями, обучением или общением. И здесь может быть некоторая неопределенность по поводу будущего. Но так как королева свитков является женщиной мудрости и очень близкой к хроникам Акаши, обратитесь к этой своей стороне, и пусть хроники сейчас ведут вас. И пятая карта у нас — это The Buddha Prepares, это Будда готовится, это старший аркан, она у вас прямая. Мы видим, что сидит Будда, и вокруг него его единомышленники. Эти люди занимаются медитациями и терпеливо ждут, когда этот Будда встанет и начнет говорить. Но он не будет двигаться, пока не будет готов. Вот эта карта показывает для вас время внутренней подготовки перед действием. То есть вам нужно углубиться внутрь себя, чтобы найти, почувствовать свою силу, свою цель и свое направление. Этот период времени немного ощущается как ожидание, потому что что-то у вас, очевидно, застопорилось и не движется. А может быть, вы просто взяли время, чтобы подготовиться, а затем уже вступить в полную силу. Поэтому карта говорит: не спешите, время действовать придет, и когда это случится, ваша сила будет абсолютной. Если вот эти 5 карт с вами резонируют, давайте смотреть дальше. Первый дом — это дом вашего «я», это ваша внешность, это то, как вы себя позиционируете, как вы себя ощущаете. Здесь у нас ложится 21-й старший аркан, это Ариэл, это Сфинкс. Это старший аркан, да, но карта у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, что Ариэл пришел посовещаться о чем-то с Сфинксом. А Сфинкс является молчаливым хранителем истины и древних тайн мира. И все то время, пока он стоит в пустыне, его
несколько раз по самую шею заметало песком, и ему приходилось откапываться. Когда эта карта ложится перевернутая, она говорит, что, скорее всего, пески времени снова вас накрыли. То есть вы не только отложили глубокую внутреннюю работу в сторону, которая вносит свет в ваше самораскрытие, но и позволили земным мелочам взять верх над вами и удерживать вас от вашего духовного роста. Вот с этой перевернутой картой вы имеете сильные склонности возвращаться в ваши старые эмоциональные, мысленные и поведенческие паттерны. Будьте сейчас осознанны и осторожны, потому что песок быстрый. Сейчас вы должны приложить больше усилий. К счастью, у вас есть кто-то в духовном или физическом мире, кто может вам помочь. Найдите родственную душу, которая разделит с вами поиск духовности. Сделайте эти отношения и вашу внутреннюю работу вашим новым приоритетом. Потому что вы всегда были и всегда будете самой важной работой, которую вы когда-либо имели. Поэтому откапывайтесь. Второй дом – это ваше материальное благосостояние, это ваши финансы, это то, что вы накопили, это ваша собственность, да, это ваши ценности, но также ваши финансы, да. Здесь у вас ложится единица свитков, он трек. Карта переводится как по пути на пути, но она у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, мужчина собрал вещи, купил билет, у него уже паровоз дымит. Он занес ногу на порожек поезда, он уже собрался отправляться в дорогу. И в самый последний момент он увидел вот этот указатель, который показывает другие направления. А он, очевидно, их не рассматривал. Когда эта карта ложится перевернутая, она говорит, что ваши двойственности и ожидания идеального времени могли вас задержать. Может быть, у вас возникли проблемы с принятием действий в определенном направлении, например, из-за замешательства, нерешительности или, может быть, даже бездействия. Вот сейчас от вас зависит довести этот этап до конца. Да, может быть, потребуется еще больше усилий и сосредоточенности, но вы должны возобновить вот это движение к этой цели снова. Скорее всего, есть какое-то руководство, которое вас направляет. Даже если вы не совсем уверены, как бы вам хотелось, но паровоз уже дымит, садитесь на поезд, не надо колебаться. Третий дом – это братья и сестры, это коммуникации, семейные отношения, короткие путешествия. Здесь у вас ложится пятерка роз, карта называется The Garden. The Garden – это сад. Мы видим на этой карте, что дети играют в саду. Карта говорит, если дети еще не являются частью вашей жизни, то вам идет сообщение об их скором появлении. Также она может указывать, что ваш ребенок или дети, даже, может быть, взрослые, могут требовать от вас большего внимания. У них могут быть некоторые собственные заботы, проблемы, но возможности для улучшения ситуации скоро появятся. Здесь также может быть реальный шанс или польза для одного из ваших детей, который в последнее время прикладывал особые усилия. То есть для ваших детей наступает очень выгодное время. Четвертый дом – это ваш дом, это дом вашей мамы, это то, где вы проживаете. Это вопросы с недвижимостью, это семья, отношения с родителями. Это также события в доме. Здесь у вас ложится тройка ключей, карта называется The Chess Game, это шахматная партия, карта у вас прямая. Мы видим, что стоит противостояние черных и белых фигур, есть зона отчуждения, и какие-то фигуры уже лежат поверженные на доске. Люди, представленные этими шахматными фигурами, обычно не те, кого вы встречаете для приятного времяпрепровождения. Вообще, эта карта показывает политический или социальный конфликт. Возможно, вы в ожидании трудных взаимодействий в окружении с людьми, таких как совет директоров, корпоративные иерархии, сбои в управлении или конфликтная ситуация в семье. И хотя вот стороны кажутся разделенными,
Многие из вовлеченных людей отстаивают только свои интересы. То есть во всем присутствует лживость и обман. И вы, возможно, не уверены в мотивах и стратегиях каждого. Пришло время вам эмоционально или даже фактически отступить. Потому что чем больше вы вовлечены, и чем сильнее вы удерживаете свою позицию, тем более напряженной может стать вот эта ситуация. И даже если очень сложно, попытайтесь сохранить внутренний мир и спокойствие. Не участвуйте в каких-либо баталиях, но не позволяйте кому-либо себя обмануть. То есть смотрите на все хладнокровно и бесстрастно. Люди вокруг вас обслуживают, скорее всего, собственные дела, интересы. Поэтому постарайтесь отстраниться, быть объективным и относиться ко всем вовлеченным с более глубокой мудростью, но не будучи введенным в заблуждение. Конечно, для вас может прийти время покинуть или оставить далеко позади себя всю эту ситуацию, но, может быть, пока это невозможно из-за каких-то обстоятельств. Поэтому позвольте себе быть наблюдателем, все понимающим и все знающим. 5-й дом – это дом творчества, это хобби, романтические отношения. Также это дом детей. На что еще в доме нужно обратить внимание? Здесь у вас ложится 7 свитков. Карта называется «Сложности, трудности», но она у вас перевернутая. То есть в прямом положении мы видим, стоит разрушенный старый собор. Да, раньше он был очень большой, красивый, но сейчас он представляет жалкое зрелище. И мужчина по камушку воссоздает это старинное здание. То есть вот эти кирпичики, которые валяются на земле, он кладет на то место, откуда они выпали. На базовом уровне эта карта могла показывать строительство, ремонт вашего дома, может быть, бизнеса, рабочего места. Вот когда эта карта ложится перевернутая, она говорит, что какой-то проект, отношения или рабочая ситуация могут развиваться недостаточно быстро для вас. Или вы можете слишком торопиться, а может быть, чересчур привязаны уже к результату. Или же вы просто не хотите иметь дело с деталями. И вот карта говорит, будьте осторожнее, чтобы не действовать в спешке. Мы же понимаем, что вот такие величественные соборы, они не строятся за один день. Если вы не желаете терпеливо относиться к процессу и уделять внимание деталям, то тогда то, что вы ищете, может потерпеть крах, даже не осуществившись. Вот сейчас для вас пришло время радоваться даже маленьким шагам. Сосредоточьте свою работу на сложностях и верьте, что даже ваши крошечные усилия будут способствовать достижению необычайного успеха. 6-й дом – это работа, это наши навыки, услуги, это оплата работы, то есть это зарплата, и это еще дом здоровья. Здесь у вас ложится 14-й старший аркан. Карта называется «Инициация». Инициация – это посвящение в тайну, или еще святой Сен-Жермен. То есть в прямом положении карта показывает вашу инициацию. Это даже больше, чем трансформация. Это не что иное, как ваше движение к более высоким откровениям силы, проницательности и достижений. Но когда эта карта ложится перевернутая, она может показывать, что время вашего посвящения было, но вы продолжаете держаться за старое и сопротивляетесь вот этим чудесным изменениям. То есть вот эти старые отношения и вещи, которые держат вашу энергию внизу, они не защищают вас, а скорее наоборот. Они держат вас погрязшими в ваших же трудностях. И даже если эти низкоэнергетические люди или вещи не подавляют вас, вы все равно можете застрять в их ущербности или просто бояться двигаться во что-то новое. Вот это все должно быть вами отвергнуто. Не блокируйте ваше движение к высшему использованию силы и разума. С этим вы сможете изменить свою жизнь и само лицо мира. 7-й дом – это дом партнерства,
Это супружеские отношения, это бизнес-партнерство. Здесь у вас ложится королева роз, она у вас прямая. Вообще здесь карта показывает прекрасную женщину. У нее в волосах розы, и вокруг нее тоже разбросаны розы. Это карта любовной связи. Карта показывает любящую, страстную и очень надежную женщину. То есть она говорит, что отношения с кем-то, кого вы уже знаете, могут усилиться и стать более значимыми для вас. Или же кто-то новый может появиться в вашей жизни. Карта говорит, будьте открыты для связи. Она может быть романтической, или это может быть друг, член семьи, бизнес-партнер. То есть эти отношения для вас будут очень полезны и ценны. Но королева роз может представлять также вас или важную в вашей жизни женщину, которая вступает в роль жены или матери. Иногда эта карта показывает счастливое разрешение проблем, связанных с семьей, дружбой или любовными отношениями. То есть здесь наступает время для спокойных, мирных, любовных общений, поэтому откройте ваше сердце к выражению заботы внутри и вокруг вас. 8-й дом – это общие ресурсы, это деньги от бизнес-партнерства или деньги супруга-супруги. Также это дом чужих денег, это кредиты, налоги, какие-то займы, дом трансформации, наследство и духовное развитие. Здесь у вас ложится фигурная карта, это король свитков, но карта у вас перевернутая. Вообще король свитков – это человек образованный, он мог быть вам полезен во многих случаях. Но когда карта ложится перевернутая, она может показывать на разъединение с мужчиной, склонному к чрезмерному анализу. Это может быть потеря друга, сотрудника или даже любовных отношений. Карта может говорить, что человек образованный, коммуникабельный и преподающий, будь то это вы или важный для вас человек, может потерять свое положение или испытывать затруднения в понимании. А выпадая в перевернутое положение, эта карта ставит вас в известность, чтобы продумать все вещи и получить ясность, необходимую для устранения беспорядка и путаницы. Сейчас у вас есть возможность привнести более просвещенный взгляд на любую ситуацию, когда вы сделаете шаг назад и посмотрите на все по-новому. 9-й дом – это высшее образование, это дальние поездки, это иммиграция. Также это дом осознания, это большие перспективы, юридические вопросы. Здесь у вас ложится 4-й старший аркан. Эта карта переводится как рождение, начало. Она у вас прямая. В прямом положении она говорит о времени для нового начала, или фактического рождения, или метафорического. То есть какой-то старый этап у вас заканчивается и начинается новый. Но даже это новое начало имеет свои корни в вашем прошлом. Оно может быть связано с тяжелой работой над чем-то. И сейчас вы можете получать плоды тех усилий. Также эта карта может показывать материнство, беременность или сбор урожая от того, над чем вы трудились. Но еще это может быть новая энергия романа, семьи, дома, а также создание нового проекта. Но что бы это ни было, приготовьтесь к великолепному росту, развитию и возможностям, которые скоро войдут в вашу жизнь. 10-й дом – это дом вашей карьеры, это отношения с отцом, это дом отца, это ваша репутация, социальный статус, власть, это общество. Здесь у вас ложится 20-й старший аркан Will, Wisdom and Mind. Это воля, мудрость и разум, и она у вас прямая. И эта карта приносит с собой время огромной силы, равновесия и самовыражения. Сейчас у вас очень сильная связь с высшими силами, вознесенными владыками, даже если вы этого не осознаете. С помощью мастеров вам подвластно объединить огонь творчества с водой, эмоций и восприимчивости, чтобы внести свой вклад в мир. Вот с высоко поднятой вот этой вот короной сейчас вы, вероятно, окажетесь в значительной позиции власти и влияния.
И с этими силами вы сможете в первую очередь дисциплинировать себя, чтобы объединить вместе медитацию, творчество, отдых и необходимые действия. Воспользуйтесь этим временем и используйте эти полномочия правильно. Но это не что иное, как божественные силы, движущиеся через вас, чтобы вы могли проявить эту силу в мире. 11-й дом – это у нас дом общения, это друзья, социальные группы, коммуникации, связи. Также это дом надежды, дом желания. Это способность к самореализации, это астрология, это наши цели и направление движения. И здесь у вас ложится тройка силы. Карта называется The Bird's Nest. Мы видим, что птичка свела гнездо, вывела потомство и кормит своих птенчиков. И эта карта представляет силу творчества и расширения. Она дает вам сигнал сосредоточиться на запуске новых вещей или же на расширении, возможно, вашего бизнеса, ваших друзей или внутри вашей семьи. Но для этого вам необходимо приложить некоторые усилия. То есть гнездо должно быть построено, и вы должны быть открыты для дополнений, идущих к вам, к ожидаемым детям, к обновлению вашего дома. Это может быть ремонт, постройка. Или, возможно, вы будете нанимать новых сотрудников или открывать новые точки бизнеса, или, может быть, даже новые места для работы. Но что бы это ни было, оно того стоит, потому что вот эти ваши расширения принесут вам большую радость. Но духовные расширения также могут иметь место, потому что никогда не поздно расширять сеть духовной семьи, друзей, наставников. А вознаграждения такого рода расширения, они безграничны. И 12-й дом – это у нас дом кармы, это кармические уроки, кармические отношения. Это тайны, духовное общение. Это секреты, это дом изоляции, закрытых учреждений, например, больницы. А также это дом страха. Здесь у вас ложится король ключей, карта прямая. Мы видим, что богатый господин на шикарной лошади едет к себе домой, вот в этот замок. То есть и замок, и вот эти все земли, они принадлежат ему. Он счастлив, спокоен, потому что он едет домой. Карта может показывать предпринимателя с государственной или коммерческой властью. Это человек уверенный, проницательный, но, возможно, чересчур сосредоточен на своей работе или карьере. Но, однако, он может быть вдумчивым и полезным для вас, например, в бизнесе или в финансовых вопросах. Но он больше ориентирован на цель, чем на людей. И имейте это в виду, если этот человек оказывается любовным интересом для вас или кого-то другого. Если король ключей представляет вас или важного для вас мужчину, то будьте начеку для серьезного продвижения по службе, повышения доходов, в карьере связаны, например, с финансами, недвижимостью, строительством или бизнес. Еще карта говорит, что очень хорошее время для работы на себя и для расширения бизнеса для вас или важного в вашей жизни мужчины. Ну, давайте посмотрим 18-ю карту. Это взгляд в будущее. Это намек на будущее направление, основанное на выборе и действиях вас в 2022 году. Здесь у нас ложится 18-й старший аркан. Карта называется Up in the Air, в воздухе, и она у вас прямая. Мы видим, что мужчина и женщина пристально вглядываются вот в этот воздушный шар, который висит у них над головой. Но содержимое корзины этого воздушного шара от них скрыто. Карта говорит, что в вашей жизни будут аспекты важной ситуации, которые будут казаться вам скрытыми и неизвестными. Но вы можете соединиться со своими духовными наставниками и с хрониками Акаши и попросить немного понимания. Но, скорее всего, есть элементы, которые неизвестны и в настоящее время недоступны. То есть слишком много относительно этой ситуации находится как бы в воздухе.
Это может быть из-за людей, которые еще не приняли решение, или, может быть, события еще не произошли, или какие-то неожиданные открытия еще не сделаны. То есть карта говорит, что ситуация еще не созрела. А доверие — это единственный путь для вас сейчас. То есть, скорее всего, требуется время, чтобы больше узнать об этом вопросе. Но время не имеет значения для вашего высшего «я», чья сила и любовь всегда с вами. Вот на данный момент и вообще навсегда только доверие, самое глубокое знание того, что все, что вы ищете, будет открыто вам, но в нужное время. Такой у нас с вами получился прогноз. Если вам понравилось, пишите комментарии, ставьте пальчик вверх. Я благодарю вас за просмотр. Всего хорошего.